Всем доброй ночи. Хочу вначале, пользуясь служебным положением, сказать пару слов. Мне сегодня подарили много замечательных подарков. Они мне все нравятся, естественно, и я за все очень благодарна. Мне очень приятно. Это уважение по отношению ко мне. Не просто дары, это некая энергия, направленная в мою сторону. Эдакий поток благодарности. Но я хочу показать кольцо. Я сейчас ношу в руке. В руке держу, неправильно сказала. Ношу на руке и держу в руке сейчас. Вот такой стиль я очень люблю. Знаете, иногда хочется менять стиль. Там одно носишь некоторое время, потом еще что-нибудь. Начинает нравиться немножко другой стиль. Это говорит о натуральности камня, потому что внутри есть некие такие волосинки, что-то в этом роде. Но это не портит совершенно. Это под светом видно, а так нет. Аметист мне сегодня подарили. Вот эту красоту. Знаете, почему такой стиль мне нравится? Такой стиль носили наши княгини, царицы. Причем всех мастей и разных национальностей. Времена Средневековья еще византийское правление было очень сильное. Ну и до этого тоже, но особенно в тот период. Тогда еще не умели гранить камни. И самое большее, что могли делать, это дать такую округлую форму, идеально круглую форму. И, собственно говоря, просто когда носишь такое, вот, стиль того времени, то есть это старинный стиль, и ощущение, вот как переносишься в то время. Просто кто знает историю, кто изучал, вот те, конечно, поймут. Для них это очень близкая тематика. Спасибо большое, очень приятная, вообще красивая. Я такое иногда ищу, но не всегда нахожу. Это в специальных сайтах, это нужно заказывать. Это целая морока. Вот. Царственно, да? Красиво выглядит. Все, теперь приступим к ритуалу. Захотелось похвастаться. Есть вещи, которые мне особенно нравятся по душе. Я их чаще других ношу. Так просто бывает. И мне кажется, у всех такое есть. А есть украшения, которые тебе хочется, чтобы они у тебя были. Ты можешь их купить, тебе могут подарить. Ну вот как бы тебе хочется, чтобы они были у тебя в коллекции. Вот так хочу и все. Ну, это женская логика, мужчинам это не понять. Если ты не носишь, зачем покупать? Ну вот потому что я хочу, чтобы у меня такое было. Иногда мы вещи покупаем по размеру, там, меньше, больше, в надежде на то, что похудеем когда-нибудь. Но они висят, жаба душит, кому-то отдать. А вот зачем покупать? Ты же сейчас носить не будешь. Вот я хочу, чтобы она у меня была. Ну и все, не буду носить, пусть висит. Я буду смотреть, любоваться. Мужики нас не поймут, ну и фиг с ними. Мы не особо стремимся, чтобы нас понимали. Главное, что мы сами себя поняли, и все. Так, данный ритуал тоже я буду вам рассказывать, объяснять, дам вам заговор. Он очень сильный, очень, очень быстро работает. И у меня огромное количество работ от суда, от несправедливого суда. Они все работают, друзья мои. Людей освобождали прямо в зале суда. Не могли понять, что происходит. Вот сегодняшний вам прочитаю СМС. Буквально. Ой. Всю историю читать не буду, но эту женщину посадили бы уже давно. Хотя на самом деле она не виновата, но ее подставили. Очень хорошо подставили, как обычно это бывает.
И вот уже подходим к финалу. В скором времени все решится. Здравствуйте, уважаемый Инга. Примите, пожалуйста, отчет. На последнем из допросов на этой неделе следователь вела себя так, как будто я с адвокатом ее хорошие знакомые. Во многом пошло навстречу, показала материалы дела, которые показывают по закону за 12 часов перед судом. Показала, что пыталась наскребсти на меня, что пытались на меня наскребсти на предыдущие следователи, дознаватели. Сказала, что да как сделать сейчас. Хотя до этого она столько нервов мне потрепала, столько подстав, унижений с ее стороны было. Когда мы вышли с адвокатом, с полицией, он с выпученными глазами сказал мне, что это было, магия какая-то, блин. Я не верю своим глазам. Я улыбнулась и говорю, точно, магия. Сразу побежала в магазин, накупила угощений духом, поехала в лес, благодарила своими словами. То, что шло с души, я думаю, скоро они это дело закроют. Дорогая Инга, спасибо вам огромное за вашу работу и помощь. И так далее. Объясняю вам. Огромное количество у меня работ, которые вы можете взять и провести. Сейчас я вам еще один скажу на всякий. Так. Ищу. Сейчас, секунду. Какие я давала провести работы. Название уже забыла. Да. Смягчить или отменить приговор. Вот эта работа тоже очень сильная. От суда и судилища с рыбой. Ну, еще есть как выиграть суд. Много работ. Сейчас я все и не вспомню. Почему я дарю столько работ людям? Потому что я всем им лично помочь не успею. И не смогу. И есть вещи, которые... Вот мои работы, это точно такая же моя сила. Оно составлено мной. Соблюдением всех законов, определенных направлений магии. Если это ритуал, скажем, кавказской магии, значит, там соблюдены законы именно кавказской магии, да, направленности. Восточной магии, вуду, равнинная магия или русская магия. Они и так обладают определенной силой. И чтобы вы не ходили туда-сюда и не платили непонятно кем за результат, который вам никто не гарантирует, я просто вам дарю бесплатные работы. Возьмите, сделайте. Как вы откупите, что вы потом сделаете? Там, если сказано как, значит, сделайте. Если не сказано, значит, как ваша душа пожелает. Каждый человек перед своей совестью должен отчитаться, как он сказал спасибо за то, что спасли его. Есть люди, которые получают эту помощь ни сном, ни духом, знаете, как сказано в поговорке. Потом через некоторое время приходят, вот у меня чуть моего там сына не посадили, ваш ритуал спас. Потом вот это мы сделали, спас. Потом то сделали. Я говорю, так что вам надо от меня теперь? Вот еще один вопрос, вот помогите. Я говорю, вы взамен что-то сделали, предположим, но я не вижу ничего такого, что они сделали. Знаете, как люди видят бесплатную работу, они радуются, да, вот бесплатно, ничего не надо платить, берут, делают. И дальше пошли. Потом у них какая-то проблема, опять взяли, сделали. Это все бесплатно, даром, все нормально. И в какой-то момент они понимают, что духи больше не хотят им помогать. Остановились и больше не помогают. Все. Ничего не забирают взамен. Мои работы так составлены, они ничего не заберут взамен. Абсолютно. Просто перестанут помогать. Почему? Потому что я говорю русским языком. Вроде бы понятным. Если вашу жизнь вашего ребенка спас мой ритуал, спасите чью-то жизнь. Не покупайте один вискас и не кормите уличного кота, считая, что этого достаточно. Если бы ваш сын сел в тюрьму, он бы вышел уже с этим клеймом.
осужденного человека. Мы знаем, как общество любит таких в кавычках. Неважно человек, насколько был виноват или нет. По сути, эта работа спасла ему жизнь, согласны? А вы что сделали взамен? Энергообмен какой произошел? Никакого. Потом у вас еще какая-то проблема, вы хотите там дачу продать выгодно. Берете, проводите ритуал, продаете эту дачу. Что вы сделали взамен, когда вы продали так, как вы хотели продать? Ничего. Ну, мы отнесли там монеты. Послушайте, то, что там сказано, это не откуп. Это завершение ритуала. Сказано словами «откупаюсь», «отдаю». Это завершение, подытоживать ритуал. Это весь ритуал, он так должен происходить. Но это не означает, что вы отдали что-то взамен. Вам помогает в таких делах, за которые другие миллионы берут и ни черта не делают. Абсолютно. А вы просто идете покупать одну свечу, не знаю, может быть, там бутылку водки или... одним словом, за 300-400 рублей траты вы получаете то, что буквально, можно сказать, бесценно. Вы отдаете, там, покупаете что-то, оставляете что-то, и у вас получается. Получается вытащить родственника из тюрьмы, получается продать дом, получается получить дом, который вы хотели, получается купить этот дом, получается оформить ипотеку, которая вам не светила никак, и много чего еще получается. Энергообмен какой? Что вы отдаете взамен? Если вы хотите вечно, бесконечно пользоваться помощью сил, вы должны что-то сделать взамен. Вот сын освободился. Таких случаев много. Должны были ему дать 11 лет. На него навесили это все. Есть же такое дело, понимаете, план надо выполнить. Понимаешь, время прошло, а почему преступник еще не арестован? Всех сниму с должности, все ответите, сказал губернатор, стукнул кулаком об стол, и все. Через 3 дня преступник нашелся. А любого схватили и заставили. Мы знаем, как это делается. Не все там достойные люди, совестливые работают. Не все изверги, но и достойных мало. И вот на него понавесили, он признался даже, подписал это все. Ему грозило 11 лет. Не буду говорить, за что. Такое клеймо, что и там на зоне ему жизни не будет, и после зоны не будет. Просто клеймо. Человек пошел, сделал мою работу. Одну из моих работ, а может несколько. И на удивление этот преступник сам напился где-то и рассказал. И вот эти мужики его повязали, отвезли в полицию уже, милиция некогда. И там уже не могли сигнорировать, потому что на нем были вещи жертвы, цепочка, хотя и женская почему-то на нем была и так далее. То есть это ничего, никуда не денешься. Они бы хотели, чтобы этого мужика не нашли, потому что так удобнее, выгоднее. Тут получается, что они невинного до суда доводят практически. Но поймали его. Уже оставалось несколько дней до суда, этого парня выпустили. Это чудо. Никто не мог поверить своим глазам, что такое возможно, вырваться из их лап. И что сделали родители? Как вы думаете? Ничего. Я спрашиваю, у вас во дворе есть бродячие собаки? Извиняюсь. Кошки есть? Есть. Хотя бы кормить могли. Просто мы не подумали. Там же сказано, что какие-то монеты оставляется и все. Все. С такими людьми я даже разговаривать не хочу. Вы знаете, Вселенная дает шанс. Даже таким людям. Много раз дает шанс. Помогает. Во многих очень тяжелых, очень безысходных ситуациях вытаскивает. Спасает буквально. И ждет взаимности. Но у нас народ любит платить всякие тренинги, вот всяким этим товарищам, не буду их называть.
слушая их сплетни, рассказы, за это платят деньги, непонятно за что. Они готовы это делать. Когда я объясняю это все, люди не понимают. Они начинают, вот, там же не сказано. Понимаете, когда даже издревле, в древние времена, когда шли к знахарям, к ведьмам, обязательно что-то отдавали, потому что понимали, что нужно от сил откупаться. Это силы. И сказала, мне не надо ничего. Идите, возьмите собаку одну, вылечите, пристройте или дома оставьте у себя. Если бы каждый человек, который пользовался моими работами, взял бы по одной собаке с улицы, у нас на улицах собак бы не осталось. Беспризорных, бездомных. Тысячи причин. У меня нет возможности. Ой, у меня квартира. Я не знаю. Хорошо, у тебя нет возможности в квартиру привезти. Ты можешь отвезти, есть специальная гостиница, оплатить за месяц. Пускай там будут. За это время дать объявление, найти этой собаке хозяев и просто быть радостным, что вот тебя спасли, твоего сына спасли. Его жизнь спасли, репутацию, молодость, вообще здоровье спасли. Из тюрьмы никто здоровым, веселым не выходит. Его спасли буквально. А ты спасла вот чью-то жизнь, другую жизнь. Собачью жизнь спасла. Почему, когда вот, знаете, как там, чего стоит уже выполненная услуга? Ничего не стоит. Почему, когда вам нужна помощь, вы готовы на все, и клясться, и честное слово, и мы будем благодарны до конца жизни. И как только уже все сделано, о какой благодарности может идти речь? Все случайно, все так получилось. Это само собой вышло. А может, откуда я знаю, что это ее ритуал, а может, не ее ритуал. То есть до этого момента ничего не случалось. А потом, как только вы сделали, случайно вот совпало, и он вышел. Ведь таких случаев много. Понимаете, мы живем в таком мире, вот, где зла больше, чем добра. Почему? Потому что каждый человек, получая что-то хорошее от жизни, не считает нужным тоже что-то хорошее сделать. Я на своем примере могу сказать, я когда что-то говорю, я вполне, то есть могу привести себя в пример, потому что я более требовательна к себе сначала, потом к другим. Я сколько кошек и собак раздала. И оплачиваю им лечение вдобавок. Я раздала и отдала еще и на лечение, на то, чтобы они там к ветеринару сводили и так далее. Много. Ведь тоже могла сказать, ну, пусть кто-нибудь другой делает, почему мне это надо сейчас? Вот эти собачки, вот привез Артур там эти щенки, у меня и дела, и заботы, и у меня собаки есть, понимаешь, надо следить, чтобы они к ним не лезли. Это целая история. Ну, скольких мы раздали? Собак, кошек, не знаю, и спасая, и все прочее. И туда отправляем все время. Вы что думаете, что я богатейший человек? Нет, я живу средний. Я очень много работаю. Если бы я всю свою работу продавала, а не отдавала, может, я была бы очень богатый человек, но я бы не была уже Инга, понимаете? Я была бы уже совершенно другой человек. Я не была бы вот этот вот человек, который становится другом всем и помогает всем. Я была бы просто автор книг, который продает, и все. Но не в этом моя цель. Я даже рекламу за столько лет ни разу не подключила. Вы же знаете, ни разу, когда была реклама, у меня там миллионы могли прийти, потому что просмотров огромное количество. Ради удобства людей я ни разу это не сделала. Потому что моя цель не прийти заработать на рекламе, на канале, а прийти помочь людям, дать мои работы, чтобы они были доступны. А сейчас доступность это через интернет. Каждый раз, когда я вам дарю, особенно связанные с судом, особенно связанные вот с такими страшными происшествиями, где спасают жизнь и свободу человека, я говорю, духи вам помогут. Помогут 1 раз, 2 раза, 10 раз, 100 раз, но в какой-то момент перестанут помогать. Они вам ничего плохого не сделают, ничего взамен не возьмут, ничего. Но перестанут помогать. Потом не войте.
И приходит и начинает. Вот, вы знаете, вот там помогли, тут помогли, здесь помогли, там мы квартиру купили, дачу купили, сына там женился вот как мы хотели, у них там ребенок не получался, мы пошли и что-то сделали из ваших ритуалов. Потом наша племянница не разговаривала, она вот пошла, мы сделали там открытие, развязать язык, она начала говорить. Мы вот это вот, в чем проблема, что вам надо от меня теперь? Вот помогите, у нас вот что-то больше вот не получается. Я говорю, вот если перечислить, наверное, больше 100 работ или, ну, просьб, по крайней мере, таких крупных, знаете ли, не дорогу перейти, а дом купить, дачу купить. Вот столько всего вам помогали эти силы. Вы взамен что сделали? Хоть что-нибудь, что, вот, я не знаю. Вот нашли бы там какой-нибудь череп обезьяны и сказали, а вот это вот для алтаря ведьмы, это для магии. Вот просто отдаю, пусть вот будет. Потому что сколько работают этими предметами, столько идет вот сила, энергия, потому что это же ваш дар. Что-нибудь такое, знаете, вот вам столько дали эмоций, порадовали вас столько раз. Вы какие эмоции обратно дали этому миру? Ну, взяли бы там на улице щенка маленького, принесли домой и вот помогли бы этой собачке. То есть всей семьей, всеми родителями, родственниками, родней пользуются, и они им помогают. Вы взамен что сделали? Хорошо, не для меня, для других людей. И знаете, такие глаза у них. А что там надо? Просто когда им выгодно, они слышат. Когда невыгодно, делают вид, что не поняли. Не знаю, а что там надо делать? Как одна женщина сказала, да? Вот у меня там получилось дом купить. А вот обязательно откупиться, в принципе же, мне второй дом не нужен. Этот я уже получила. И если я не откуплюсь, что там особо-то? Прям это очень сильно и необходимо или чего? Все. Друзья мои, еще один сильный ритуал отсюда. Он вас спасет. Ну, давайте я каждый раз не буду повторять. Хотите из себя строить дураков, потому что так удобно жить? Стройте. Но силы тоже не дураки. Они вам помогут, много раз помогут, но в какой-то момент перестанут помогать вообще. И не жалуйтесь тогда. Тогда идите, платите там всяким этим. На тренинги по 1,5 миллиона дарите, чтобы вам просто сказали, что иди, садись в машину, понюхай дорогую машину, почувствуй, руль держи, и вот за это платите деньги. Идите. Может, действительно не каждый человек достоин перемены в жизни и помощи сил. Я просто поражаюсь. Мне кажется, тюрьма и смерть – это почти равносильные ужасные вещи, реально. И человек, и люди освобождаются из тюрьмы, выходят. И ни сном, ни духом, даже не думает спасибо сказать, даже не думает. Хорошо, вы не можете ничего, снимите, отправьте видео, скажите другим, у которых есть такая же ситуация, скажите, вот я сделал вот это, и мне помогло. Если у вас будет такая проблема, возьмите вот этот ритуал, он помогает. Хотя бы так, какую-то лепту внесите в свою, чтобы и другие вдохновились вашим примером, тоже взяли, сделали, спасли себя. Нет. Если вы так будете жить, вот руководствуясь тем, что как бы я схавал и пошел, все, мое дело сделано, что от меня требуется? Почему я должен говорить спасибо, если уже все... А вдруг это совпало? Вот так вы будете жить? Потом не жалуйтесь, что в какой-то момент все, до свидания. Контора закрыта, больше не помогаем. И причем приходит с таким наивным лицом, как одна женщина написала мне тоже, да, помните? 6 квартир я купила за 3 года или 4 года, сейчас точно не помню. Вот хочу 7-ю купить, а духи не помогают. Больше не хотят помогать. Мне слов нет. Я 6 квартир не купила. Я вам серьезно говорю, мои работы вам помогают больше, чем мне. Нет, они мне помогают, если мне нужно что-то прям, но они больше для вас созданы. И я радуюсь этому, потому что мне это приятно. Я же для этого делаю. И мне приятно видеть, что у людей жизнь меняется. Почему бы нет? У вас больше, скажем так, более объемные такие
и покупки, и перемены, чем даже у меня, у создателя этих работ. Но они для вас созданы, и это хорошо. Но если человек 6 квартир покупает за несколько лет и приходит, жалуется, что а вот седьмую еще хочу, а почему не помогают, у меня слов нет. Я даже не знаю, что сказать. Вот, да, я вот, по сути, каждый день оттягивала, хотела что-то откупиться, но как-то не, все время некогда, да некогда. Вот действительно, куда уж там, как, чуть ли не каждый день бегать, оформлять новую квартиру. Это когда времени нету. Итак, берем тяжелый замок. Купите тяжелый замок, амбарный замок. Нельзя мне сейчас показывать это, потому что это настолько сильные слова. Если я заговорю на замок и не закрою, ну, это нехорошо, нельзя это делать. А просто вам передать заговор я могу. Тяжелый замок, прям пудовый такой, вот знаете, амбарные бывают. И старый можно замок где-нибудь взять в этих, на сайтах продают, где там старинные вещи. Можно купить просто обычный замок, но только большой и тяжелый. Ключи, естественно, этого замка. Наговорите на этот замок 4 раза. И закройте. Вот наговаривайте на замок стоя. Да, забыла сказать. Стоите посреди комнаты, держите в руках замок и ключ. Ну, можете переписать там заговор мелко и держать в руках заодно. Читайте, поворачиваясь на все 4 стороны света, потому что со всех сторон вы закрываете опасность. И если вы под следствием, если вы... За других делать нельзя. Это должен делать человек сам для себя. Только так. От других проблем нельзя. Только если вы именно от суда. Потому что очень часто бывает, что человек, ну, либо не виновен столько, насколько его обвиняют, либо совсем не виновен. И такое есть. Почему бы нет? От сумы и тюрьмы не зарекайся. И такое есть. Теперь кто-то спросит, а вдруг вот какой-нибудь убийца возьмет и сделает на замок, и вот его не осудят. Значит, послушайте меня. Поскольку эти работы связаны с Фемидой, если Фемида считает, что этот человек не виновен, или если Фемида считает, что этот человек поступил из-за каких-то обстоятельств, о чем мы не знаем, и он выйдет, значит, он не виновен был. Или не настолько виновен, насколько его хотели осудить. А если он действительно не виновен, а нам кажется, что он виновен? Вы знаете, сколько невиновных людей сидят за чужое преступление, но настолько хорошо все показано, и его признание в том числе, что мы все уверены, что он виновен. А потом оказывается, что это не так. Согласны? Поэтому если вселенская справедливость посчитает, что этот человек не должен сидеть за это преступление, значит, его освободят. А может, грозились его семье, а может, ему угрожали, а может, сфотографировали его дочь как-то непристойно и шантажировали. Мы же не знаем все это, всю суть. Может, не просто так это произошло. Может, тот, который не выжил, скажем так, заменяем слова, достоин был такой участи. Может, действительно он допрыгался. Может, не первый раз это было, а вот с этим не прошло. Правда? Поэтому давайте доверимся всемирному разуму и справедливости. Они сами решат. Если человек должен выйти, значит, выйдет. Или не сядет вовсе. Но закрывая этим замком волю и силу тех, кто вас судит, кто пытается вас посадить, вы навсегда лишаете их возможности это сделать. Они не смогут собрать против вас улик. Свидетели, которых они позовут, куда-то исчезнут, не захотят прийти или придут, вообще все забудут, все запутаются, еще хуже станет. У них не будет весомых аргументов против вас. Одним словом, их дело разрушится. Берете, покупаете пудовый замок. Если купите там не на сайте или там где-то в магазинах, либо картой расплачивайтесь, либо не берите сдачи. Значит, взяли такой массивный большой замок с ключом. Замок открытый.
Читайте 4 раза, поворачиваясь на все 4 стороны света. В конце закрывайте и прячете ключ отдельно, замок отдельно. Чтобы никто вообще не трогал, не увидел и не открыл. Если кто-то откроет, дело разрушится. Прячете дома. Когда все дело сделано, все уже как положено, с этим замком можете поступать как угодно, но лучше либо закопать отдельно ключ и замок вообще в разных местах, либо кинуть в реку. Начнем. Ой. Да что же это такое с этим кофе? У меня со связками вечно проблемы с малых лет. Еще в детстве так хрипела во время уроков, рассказывала, и учительница говорила, если бы я тебя не знала, я подумала, что ты куришь дома. Да. К сожалению, не курю, или к счастью, не знаю, как уж правильно. Хотя говорят, если курить, то можно похудеть, не знаю. Но мне не разрешают. Шучу. Я сама не могу. Ни курить, ни пить. Не дано мне это, не тянет меня. Так. Замок пудовый, замок тяжелый, медный да свинцовый. Суде да прокурору да всякому казенному чиновнику на язык вешаю. Все слова супротив меня, их волю и силу отбираю и на пудовый замок запираю, чтобы против меня ничего не могли. Замок их дела закроет, суд против меня не сработает, мне вредить не сможет. Замок пудовый, замок свинцовый, закрой их дела против меня, закрой их слова против меня, закрой их силу, запри, и мне вредить запрети. Слово мое крепкое, как сказала, так и будет. Заклято. Еще раз. Замок пудовый, замок тяжелый, медный да свинцовый. Суде да прокурору, да всякому казенному чиновнику на язык вешаю, все слова супротив меня, их волю и силу отбираю и на пудовый замок запираю, чтобы против меня ничего не могли. Замок их дела закроет, суд против меня не сработает, мне вредить не сможет. Замок пудовый, замок свинцовый, закрой их дела против меня, закрой их слова против меня, закрой их силу закрой их силу, запри, и мне вредить запрети. Слово мое крепкое, да, как сказала, так и будет, заклято. Еще раз. Замок пудовый, замок тяжелый, медный да свинцовый. Суде да прокурору, да всякому казенному чиновнику на язык вешаю. Все слова супротив меня, их волю и силу отбираю, на пудовый замок запираю, чтобы против меня ничего не могли. Замок их дела закроет, суд против меня не сработает, мне вредить не сможет. Замок пудовый, замок свинцовый, закрой их дела против меня, закрой их слова против меня, закрой их силу, запри, и мне вредить запрети. Слово мое крепкое, как сказала, так и будет. Заклято. Замок пудовый, замок тяжелый, медный да свинцовый. Суде да прокурору, да всякому казенному чиновнику на язык вешаю. Меня, их волю и силу... Все слова супротив меня, их волю и силу отбираю и на пудовый замок запираю, чтобы против меня ничего не могли. Замок их дела закроет, суд против меня не сработает. Мне вредить не сможет. Замок пудовый, замок свинцовый. Закрой их дела против меня. Закрой их слова против меня. Закрой их силу, запри. И мне вредить запрети. Слово мое крепкое, как сказала, так и будет. Заклято. Сказали эти слова. Закрыли замок. Вытащили ключ. Или там, если оно закрывается, можно защелкнуть. И говорите, да будет так, по слову моему, заклинаю. Все. И прячете. И с этой минуты вся их деятельность против вас начинает разрушаться. А когда духи спасут вас от нехорошего дела, которое всех страшит, вы сами подумайте, как их благодарить. Желаю всем удачи.